Друзья, всем привет! Это канал Trail Running School, меня зовут Дима Митяев. Сегодня у нас будет очередной выпуск, где мы поговорим о подготовке к соревнованиям на ультрадистанции. Я думаю, многие из вас, кто готовится к подобным гонкам, часто рассуждают, как же лучше выстроить подготовку. И у большинства это сводится к определенным стереотипам, что если на соревнованиях нам нужно бегать долго, значит на тренировках мы должны просто максимально стремиться увеличить объем, и это всегда принесет результат. Но, к сожалению, это далеко не так. Часто наблюдая за такими атлетами, которые идут именно путем просто увеличивания пробегаемых километров, можно наблюдать, что какое-то время они прогрессируют, потом наступает плата, а потом и вовсе начинается падение результата. К сожалению, это неизбежно, если просто бездумно бегать километры. Потому что как только вы начинаете заниматься циклическими видами спорта, ваш перформанс будет расти. Но впоследствии, когда вы захотите уже улучшать результат, вам нужно тренироваться максимально разнообразно, именно воздействуя на системы организма, а не просто бездумно бегая километры. Сегодня в нашем видео мы попытаемся рассказать вам, почему есть такая разница, что, например, один атлет в неделю пробегает 10 часов и отлично прогрессирует, другому достаточно 6 часов, а третьему нужно бегать 20 часов. Для начала давайте разберемся, какой же должен быть атлет, который соревнуется на ультрадистанциях. Как только мы поставили цель, мы примерно понимаем, за какое время мы хотим финишировать. И исходя из этого, мы уже выстраиваем подготовку воздействия на определенные системы организма. Начнем давайте с энергообеспечения. В качестве энергии организм, когда мы передвигаемся, использует жиры и углеводы. И чем интенсивность выше, он больше использует углеводов. В среднем на 1 килограмм мышечной массы, именно рабочей мышечной массы, организм может запасти 20 грамм углеводов. У профессиональных спортсменов, очень тренированных, до 25 грамм. У людей, которые там совсем немножко занимаются спортом, 15-17 грамм. При условии, если перед гонкой мы практически не тренировались, то есть начали снижать объем и кушали очень много углеводов, там от 500 до 800 грамм. Тогда мы можем выйти на старт с полными запасами в мышцах углеводов. Это будет наша батарейка, именно углеводная. Следующее. По мере увеличения дистанции уже будет задействуются жиры. Жиров у нас в организме как раз не ограничено. И мы, в принципе, на жирах можем двигаться очень долго, потому что 1 грамм жира содержит 9 калорий. Но организм при увеличении интенсивности не будет использовать жиры, он будет использовать углеводы. И мы должны это энергообеспечение тренировать, чтобы организм мог использовать на определенной интенсивности большую часть жиров. Пиковая липидная мощность тоже тренируется. Сейчас мы не будем рассматривать именно средства тренировки, как воздействовать на пиковую липидную мощность. Мы сделаем отдельное видео на эту тему. Но чтобы было вам понятнее, я думаю, каждый слышал про марафонскую стену, когда человек бежал, потом раз, и энергия закончилась. Вот как раз это и закончились ваши углеводы, которые вы запасли. Потому что если мы рассмотрим марафон, если, например, у вас высокий результат, там 2,5 часа, вы практически там 90% использовали углеводов, только 10% жиров. Если вы марафон бежите там с более низким результатом, например, там 4 часа, то уже жиров, например, вы можете при хорошем окислении, если ваш организм натренирован, использовать там 30%. Когда вы бежите длинную гонку, там 10 часов, уже жиры в энергообеспечении могут там 50% быть, а на очень длинной гонке вообще 70%, и только там 30% это как раз эти углеводы, которые мы запасли. Сейчас многие из вас скажут, но мы же можем питаться на гонке, почему тогда нам, например, не использовать, зачем нам тренировать жиры, если мы можем использовать только углеводы, которые организм очень любит использовать. Но, к сожалению, способности желудка усваивать углеводы у нас тоже ограничены. В последнее время считалось, что 90 грамм это самый максимум в час, который может абсорбировать наш кишечник. Но сейчас считается, что 120 грамм можно усвоить. И я сам, например, и атлеты, которых я тренирую, достаточно при успешной тренировке желудка достаточно хорошо могут там вплоть до 10-15 часов бежать, и кишечник усваивает 120 грамм углеводов, и мы как раз вот чуть-чуть можем интенсивнее за счет этого бежать гонку. Если с энергообеспечением мы разобрались, давайте теперь вообще с мышцей. Какая же должна быть мышца у человека, который соревнуется на ультрадистанции? Потому что многие, например, знают, что вот нужно делать силовую подготовку, и вот нужно бегать там быстрый интервал. А для чего это нужно делать? Мало, я думаю, кто догадывается. Мышца у человека должна быть достаточно качественными миофибрилами, и в этих миофибрилах мы должны создать очень много митохондрий, чтобы наша мышца могла дышать. То есть вообще существует несколько типов мышечных волокон. У человека, который соревнуется на дистанциях на выносливость, должно быть много медленных мышечных волокон.
Мы, конечно же, рождаемся с этими мышечными волокнами, это генетически предрасположено, но, к счастью, мы можем посредством тренировок вносить определенные изменения. И уже, конечно же, когда вы только начинаете вот бегать дистанции, да, какие-то, здесь уже тоже можно сделать определенные тесты, которые можно посредством этих тестов понять, какого волокна у вас больше. И здесь еще такой нюанс, что, например, каждая мышца может отличаться по содержанию этого волокна. То есть один человек, например, хорошо бегает по ровному, и у него достаточно много медленных мышечных волокон в задней поверхности, но он не может бежать в горах, потому что у него, например, в четырехглавых, которые по ровному практически там не задействуются, а в горах огромная нагрузка идет именно на четырехглавую мышцу, у него, например, там нет этих медленных мышечных волокон, поэтому он по ровному бежит, а в горах не может бежать. То же самое и по самой мышце, то есть мышца, вот про гликоген вернемся, это как раз вот углеводы, запасенные в мышцах, называются гликогеном. И как раз вот гликоген запасается тоже именно в рабочих мышцах. Поэтому и такая вот разница бывает, что кто-то бежит по ровному, кто-то в гору. Так вот, зная уже, например, что мышца у нас должна максимально быть окислительной, то есть должна максимально уметь дышать, мы можем качественно на это воздействовать посредством определенных типов тренировок. Следующее – это максимальное потребление кислорода. Я думаю, многие слышали, что максимальное потребление кислорода не ограничивает, например, там, многих атлетов для достижения топового результата. Взять того же там Кипчоги, мирового рекордсмена в марафоне, да, у него, например, говорят, что МПК всего лишь там 75, а у того же там Килиан Жарнета 90 с лишним. Но это как раз вот зависит от дистанции, который бежит человек. То есть если в марафоне, например, можно экономичностью достаточно высоко там, не нужно очень много кислорода использовать, чтобы бежать, и можно добиться супер высоких результатов. Если мы рассматриваем горы, то там практически у всех топовых атлетов высокая МПК, потому что, во-первых, у нас огромная нагрузка кислородная ложится на поддержку мышечного корсета, когда мы передвигаемся, и у нас задействуется очень много мышечных групп, когда мы бежим по горам, в отличие, например, там, от шоссейного бега, где, не знаю, там, во сколько раз меньше, где мы просто передвигаемся, однотипный бег. То же самое на дыхательную мускулатуру. Когда мы бежим в горах, это гипоксия. У нас дыхание более редкое, но более глубокое. Поэтому, опять же, максимальное потребление кислорода, если вы, например, там, готовитесь к гонке в горах, но готовитесь по-ровному, нужно стараться его увеличивать. Это ваш двигатель. И воздействуя, например, определенными тренировками на максимальное потребление кислорода, увеличив его, вы сможете уже в дальнейшем остальные пороги подвигать к максимальному потреблению. Существует два основных порога – аэробный и анаэробный порог. Аэробный порог – это как раз вот одно из самых важных. Это когда мы используем только окислительные мышечные волокна. Чем выше у вас этот порог, тем лучше, потому что окислительные мышечные волокна – это которые, вот, если мы вернемся 3 минуты назад в видео, это которые у нас дышат. Именно этих мышечных волокон, если у нас очень много становится много митохондрий, соответственно, мы можем постоянно бежать очень долго, используя в основном там только жиры. Как только интенсивность возрастает, у нас начинает уже к следующему порогу подходить. Это порог анаэробного обмена. Это как раз где продукты распада, например, такие как лактат, у нас утилизируются. Как только в среднем там 3-4 моль у нас лактат начинает сильно нарастать, и он перестает организм его утилизировать, эти продукты распада. Соответственно, этот порог тоже нужно максимально стараться к МПК сдвинуть. То есть здесь, опять же, подвигая, например, один порог там, анаэробный к МПК, у нас и аэробный будет сдвигаться, все достаточно взаимосвязано. Поэтому, исходя из этого, подготовка и будет максимально разнообразной. Потому что только бегая много километров, мы воздействуем в какой-то степени, если мы не перегружаем нашу гормональную систему за счет однотипности, воздействуем только на окислительные мышечные волокна, вроде бы неплохо, но все равно мы не можем, например, там, наш аэробный порог сделать выше анаэробного порога, если у нас низкий анаэробный, или анаэробный сделать выше МПК. Поэтому и подготовка строится разнообразно. Также для ультрагонок, особенно в горах, важен высокий уровень силовой выносливости. То есть понятие силовой выносливости, конечно, оно очень абстрактное. И это все так, можно сказать, что один человек там обладает большей силовой выносливостью, другой меньшей. Но в любом случае у вас должна быть достаточно выраженная
небольшая гипертрофия в области икроножных и четырехглавых. Ваша мышца должна быть тягучая. Также достаточно хорошая должна быть растяжка, если мы говорим о ультрагонках. Потому что, в принципе, сама по себе мышца, если в ней очень много окислительных мышечных волокон, она достаточно эластичная. Но в горах еще, когда мы бежим с горы, мы должны бежать максимально расслабленно, во-первых. Во-вторых, мы должны обладать достаточно хорошей амплитудой мышцы. Поэтому растяжке достаточно важно уделять внимание и делать мышцу эластичной. Еще очень важный момент, что каждый человек, конечно же, обладает определенными уровнем болевого порога. И здесь, чем больше мы можем сопротивляться и бороться с этой болью, потому что приходит момент, когда нам становится тяжело, когда у нас уже исчерпаны запасы углеводов, когда просто наступает мышечная боль в связи с тем, что мы просто передвигаемся очень долго, и не каждый человек это может терпеть. На ультрагонках способность именно психологически себя заставить работать, терпеть эту боль, она, конечно, очень важна, и не зря есть такое выражение, что 50% у нас в голове, когда мы выходим на ультрагонки, но, конечно же, эти 50% в голове, когда другие 50% подготовка, она прошла хорошо. Если, конечно же, у нас не было должной подготовки, какая бы сильная у нас голова ни была, форму мы не сможем реализовать. И также, конечно же, это устойчивый кишечник, то есть насколько у нас способен будет кишечник максимально потреблять углеводов в час, о чем мы говорили, там, если мы способны 120 грамм потреблять, тем это, конечно же, эффективнее будет сказываться на результате. Поэтому кишечник тоже имеет свойство тренировать, то есть на определенных тренировках можно кушать, и это будет положительно сказываться. Поэтому, если вот подытожить, энергообеспечение, мы должны передвигаться экономично, чтобы меньше тратить энергии. Также мы должны достаточно высокий иметь вклад жиров в энергообеспечение. Опять же, если, например, сравнить низкие показатели у среднего атлета массой 70 кг, в пике 30 грамм жиров это плохо, 60 это хорошо, 90 это прекрасно. Опять же, эта зона жировая, если, например, рассматривать тесты, она должна быть очень широкой. То есть не должно быть так, что мы жиры, например, тратим только в начале аэробной зоны, да, а потом у нас резко начинает потребление только углеводов. То есть максимально широкая эта зона должна быть. Если рассматриваем физиологические параметры, то есть высокий МПК, особенно если мы рассматриваем горную гонку. На равнинной гонке, в принципе, можно иметь не столь высокий МПК, 60-70 достаточно. Если горы, то, конечно же, на дистанциях, которые особенно менее 10 часов, там МПК должен быть очень высокий. Например, если мы рассмотрим гонки 20 часов, то, в принципе, там тоже 65, под 70 должно хватить. Пороги. Аэробный порог максимально сдвинут к анаэробному порогу, а анаэробный порог максимально сдвинут к МПК. Лактатная мощность должна быть, с одной стороны, высокая, с другой стороны, мы должны стремиться ее уменьшать постоянно. То есть посредством бега в горах, если мы соревнуемся, особенно на коротких дистанциях, она будет высокая, никуда не деться, потому что часто спортсмену приходится закисляться, потом с горы восстанавливаться. Но в любом случае, посредством именно тренировок на окислительные мышечные волокна мы будем немного уменьшать, и мышцы у нас, в принципе, если, например, много гликолитических, мы должны их все равно переделать, стремиться в окислительные. То есть также должна быть небольшая гипертрофия в области рабочих мышц икроножной и четырехглавой, и также очень сухой корпус. То есть теперь давайте как раз перейдем к росту и к весу. Здесь много стереотипов, но если мы посмотрим на многих атлетов, которые соревнуются на ультрадистанциях, да в принципе даже и на меня, то я часто бегаю гонки и 87 килограмм, и 86, 84 и отлично себя чувствую. Здесь самое главное, чтобы вся мускулатура, которая у вас есть, она должна быть рабочей, если она у вас появилась. То есть не должно быть так, что у вас, например, много мышц, рук, плечей, корпуса, эти мышцы просто не задействуются. Даже если мы бежим с палками, это все очень бесполезно, у вас будет только трицепс напрягаться, а все эти мышцы вы будете нести с собой. То же самое, как лишние килограммы экипировки в рюкзаке. Поэтому, если мышца есть, она должна быть максимально вся включена в работу и по максимуму окислительная. Вся мышца должна уметь дышать. Следующее, когда мы понимаем уже, на какие мы параметры должны воздействовать,
мы уже можем выстроить план подготовки. Но с чего мы должны выстраивать этот план подготовки? Самое главное. Конечно же, любая подготовка должна начинаться с тестирования. В качестве примера приведу, как я, например, возьмем 3 атлетов совершенно разных типов, то есть имеющие разные дисбалансы, скажем так. Например, Леша Толстенко, Марсель Хаше и Сережа Перелыгин. Люди, которые готовятся к разным дистанциям, в принципе. Но, например, возьмем Лешу. Средний объем у Леши при подготовке к дистанциям, он бегает там от 8 часов до 20 с лишним, то есть прям такие хорошие ультрагонки. У него максимум 15 часов. И почему нецелесообразно, например, делать 20-25? Да даже не потому, что, например, там в условиях его, которые у него есть, там, он не может там очень много тренироваться. Да даже если мог бы много тренироваться, это не принесло бы супер какого-то большого прироста. Основной прирост, за счет чего мы достигаем именно его роста формы с каждым годом, и, например, там, в прошлом году он показал супер топовые результаты, выиграв важнейшие европейские гонки, там, на UTMB попал там, в топ-15, то есть прям это очень хорошие результаты по меркам, особенно там российских атлетов, крайне редко кто может показать такие результаты, которые он показал. И все это было достигнуто только за счет воздействия на дисбалансы. То есть объем невысокий, когда-то там и 10 часов, и 9, я говорю, максимум 15 часов, там, ну может быть там пару недель чуть выше было. Воздействовали только на рост МПК и на то, что сдвигали пороги. Вклад жиров в энергообеспечение у него достаточно широкий, он не максимально, его можно повышать, но он широкий. То есть мы делали мышцу посредством упражнений, немножко гипертрофировали, создавали в ней достаточно много митохондрий за счет именно пороговых работ. И повышая чуть-чуть МПК, сдвигая, мы могли добиваться роста формы. То есть в дальнейшем, конечно же, придется увеличить объем, но на тот момент, именно достигая вот этих сдвигов, мы получали именно сдвиг в результатах. И если бы, например, он готовился, выполняя очень большие объемы, он не смог бы качественно делать МПК-протоколы, не смог бы делать качественно пороговую работу, которую мы должны были проделать. И подготовка была бы в целом размазана, и конечный результат был бы хуже. Рассмотрим, например, Сережу, который завоевал там серебряную медаль на чемпионате мира в гонках с препятствиями. Лучшая, наверное, гонка его была, и форма, в принципе, тоже была одна из лучших в конце сезона. Мы то же самое, например, там, в среднем там, 2 с лишним часа ему бежать нужно было. Мы могли там делать у него низкий МПК. Мы могли делать только работу на МПК с ним. Но, к сожалению, это другая, ну, практически, там, понятное дело, что больше там, 2 тренировок в неделю МПК нецелесообразно делать. Мы практически там могли так же, как с Лешей пойти, несмотря на то, что они готовятся к разным дистанциям. Но у Сережи еще как раз вот базовая работа, именно энергообеспечение на гонке и именно его мышечная структура, он достаточно сильно закисляется. Мы должны были проделать определенную именно базовую работу, объемную, с низкой интенсивностью, включая там безударную, велосипеда очень много, долгий период, чтобы финальный блок перед гонкой, чтобы набрать ту форму, уже воздействовать на такие дисбалансы, как максимальное потребление кислорода и постараться к максимальному потреблению максимально сдвинуть пороги. То есть тоже вроде бы выполнить нужно было там, примерно там, те же дисбалансы, и примерно там, такой же план мог бы быть. Но это совершенно разная подготовка, то есть длинный объемный цикл, потом резкое снижение объема последние пару месяцев и точечная работа. Рассмотрим Марселя, который тоже там, 2 года назад, когда пришел, например, ко мне, мы с ним начали работать, и у него результаты были, ну, такие там, кто понимает про перформанс индекс, 700 с лишним баллов. Сейчас же это стабильно там 800 плюс, 750, и в конце сезона у него лучшая гонка была в карьере, он выиграл гонку Ультра Кейптаун. И опять же, здесь вот похожая Сережа ситуация, но Марсель, так как бегает более длинные гонки, 5-6 часов, у него очень низкий вклад жиров в энергообеспечение. И здесь мы посредством тренировок именно с максимальным, которые воздействуют на максимальное жиросжигание, то есть мы именно старались поднять эти липиды, чтобы он более качественно использовал энергию во время гонок. И также у него достаточно слабые были мышцы четырехглавые, то есть он плохо бежал спуски, плохо развита ягодичная, но очень хорошо развита двуглавая и
икроножная, он мог по ровному хорошо бежать, поэтому нам пришлось включить определенную силовую работу, чтобы развить четырехглавую, чтобы там, например, создать митохондрий. И с ним, например, тоже пришлось выполнять, там, несмотря на то, что он не бегает гонки больше 10 часов, но по сравнению, например, с Лешей там 15 часов, с Марселем приходилось до 20 часов объемной работы выполнять. То есть, поэтому подготовка может быть совершенно разная, и здесь важно знать, какие есть дисбалансы. К чему я это рассказал? Что важно протестировать себя, поняв, какие вообще есть дисбалансы, сначала воздействовать на них, а потом уже выровнять эти дисбалансы, целенаправленно готовиться к гонке более ровно. Как же мы можем протестироваться? То есть есть определенные тесты. Опять же, например, я говорю, чтобы узнать, какого больше мышечного волокна, нужно делать биопсию. Но не обязательно делать биопсию. Можно, например, сделать прыжковый тест. И мы поймем, какое количество, например, у нас примерное количество мышц преобладает. То есть, если вы хорошо прыгаете, то значит, у вас достаточно еще гликолитических мышечных волокон. Если плохо, то, скорее всего, у вас много медленных мышечных волокон. Если, например, нам нужно определить пороги, тоже мы, например, для наших атлетов разработали специальный протокол теста. К сожалению, мне тяжело его вам в устной форме донести вот так вот, но существуют также доступные тесты, там тест Конкони, тест Купера, которые тоже можно примерно выполнить, и даже ваши часы примерно зоны, если в каждом там приложении практически есть там рассчитать зоны, да, и вы выполняете определенный ступенчатый тест, и ваши часы выдадут пульсовые зоны. Пусть это будет не супер точно, но уже вы сможете более грамотно, исходя из этого, выстроить подготовку. Опять же, идеально, конечно же, это тестирование должно быть в лаборатории с помощью газоанализа и лактата. Потому что, в принципе, если мы рассмотрим основные инструменты контроля и в тренировочном процессе, раз мы заговорили про лактат, лактат, я считаю, является самым точным маркером из доступных. Потому что пульс, к сожалению, не всегда отражает реальность. Например, выполнили мы тест с газоанализом, узнали, какой у нас МПК, узнали у нас какие пороги, да, получили пульсовые зоны. Мы работаем в пульсовых зонах, и чем выше интенсивность, тем пульс хуже отражает реальность событий. Возьмем, например, работу на МПК, на развитие МПК. Например, выполняем мы 4 интервала с максимальной интенсивностью, именно максимального потребления кислорода, по 4 минуты. Нам нужно понять, какое у нас будет восстановление между интервалами, чтобы следующий интервал выполнить качественно. То есть наш лактат, он может достигнуть в пределе одного интервала максимума, но потом в период отдыха он должен упасть. Возьмем, например, меня. Я выполняю такие интервалы, пробегаю 4 минуты. Достигаю своего пульса МПК, там 160 ударов. Лактат у меня 15. Я бегаю восстановление. Проходит минута, пульс падает до 100. Вроде бы я должен начать следующий интервал, пульс же так быстро опустился, все прекрасно, но лактат у меня 14 через минуту. Я должен еще очень много минут бегать, пока он у меня спустится хотя бы до уровня там анаэробного порога, хотя бы до 4 моль, чтобы начать следующий интервал. Это очень важно, потому что излишнее закисление ведет к большому повреждению, и что нам не нужно, мы должны правильный протокол интервальной работы, это очень важно. Поэтому здесь любые тесты, которые мы выполняем просто пульсовой кривой, это хорошо, это лучше, чем просто тренироваться бездумно, но в любом случае именно тест с газоанализом и потом контроль с лактатом, это идеальная картина, и именно вот если рассмотреть последние результаты, там мировые достижения, много мировых рекордов в дистанциях на выносливость устанавливаются. Например, возьмем тех же норвежцев, да, вот у них именно контроль по лактату максимальный. Это самое главное, что они говорят, почему они могут добиваться таких высоких результатов. И это очень интересно, я сам пользуюсь лактометром, я думаю, мы сделаем отдельное видео вообще, как работать с лактатом. Опять же, если вам это интересно, пишите в комментариях. Так вот, поняв, какие есть дисбалансы, правильно выстроив подготовку, делая тестирование, мы можем уже более-менее правильно готовиться, воздействуя на системы организма. В данном видео мы хотели донести именно, насколько важно тестировать и насколько может быть разная подготовка в зависимости от ваших дисбалансов, потому что и требуемой дистанции. Потому что часто, я говорю, многие выходят на тренировку и не понимают, зачем ее делают. Для чего делают силовую,
Ну, чтобы стать сильнее. Да не чтобы стать сильнее. Ну, чтобы стать выносливее. Да не чтобы стать выносливее. А именно для того, чтобы создать мышцу, чтобы потом эта мышца стала выносливее. Или укрепить определенные дисбалансы. Например, там, если у нас мышцы кора слабые, организм очень много там у нас тратит энергии на поддержку мышц кора. Если мы их укрепим, он будет меньше тратить энергии. То есть, понимая ответы на вопросы, для чего мы это делаем, наша подготовка будет намного качественнее. Или, например, там длительный бег, или объем. Ну, потому что нам бегать долго. Да тоже не потому, чтобы бегать долго, чтобы именно увеличить липидную мощность. Либо способности именно гликогена, чтобы его больше запасалось. Либо воздействовать именно на окислительные мышечные волокна, чтобы их стало больше. Только именно поэтому, а не так, что, ну как я пробегу там дистанцию 10 часов, если я не попробую на тренировке избегать хотя бы 5 часов. А что вы, если вы 5 часов эти пробежите, что вы добьетесь этим самым? Очень большое разрушение мышечных волокон? Или, например, бежать тренировку с питанием или без питания, тоже нужно на чашу весов ставить. Мы постараемся про определенный каждый тип тренировок в дальнейшем рассказать, то есть, например, как воздействовать на МПК тренировки, как воздействовать на липидную мощность в отдельных видео. Надеемся, это видео было полезным, и вы сейчас все будете намного грамотнее смотреть на то, как выстроить подготовку к сезону. Увидимся на тропах.